Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из знаменитых бразильских тортов. Это торт Бригадейро. Существует масса рецептов этого торта. Я буду делать по моему рецепту. Торт этот, сразу хочу сказать, получается мега просто шоколадным, с 3 видами крема. И торт я буду делать очень большого размера, 30 сантиметров в диаметре. Торт будем делать без желатина, без загустителей. И ручным миксером весь такой огромный торт. Бисквит к данному торту 30 сантиметров в диаметре, я его выпекала. Шифоновый шоколадный бисквит я готовила в предыдущем видео. Ссылку на то видео я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. Все пропорции к бисквиту я тоже напишу в инфобоксе под этим видео. Сразу хочу сказать, что такой бисквит лучше использовать в сборке торта сразу, чтобы он у вас долго не лежал в холодильнике. То есть пусть он у вас остынет уже полностью и сразу можно с ним собирать торт. Сейчас приготовим пропитку для бисквита. Здесь 350 мл молока, 1 столовая ложка с горкой, это примерно 10 грамм какао-порошка обычного, и 2 столовых ложки сахара. Все это просто перемешаем сейчас до однородности. Я доведу эту смесь сейчас просто до кипения и сразу же снимаю ее с огня. Смесь у меня закипела, я сняла ее с огня, сейчас просто переливаю в ту посуду, где она у меня остынет. Оставляю остывать до комнатной температуры. И я сейчас покажу из предыдущего видео отрезок того видео, как я готовила крем Бригадейро, то есть по сути заварную основу для последующего крема. Здесь 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, 25 грамм какао-порошка. Это обычный какао-порошок для выпечки, не алкализованный здесь у меня какао-порошок. Все перемешали до однородности. Если вы не уверены в качестве какао-порошка, лучше его просеять через сито. Теперь добавляем туда 30 грамм размягченного сливочного масла. Лучше добавить размягченного, чтобы крем впоследствии не расслаивался. И добавляю туда 200 грамм сливок 30% жирности. Все это перемешиваю, иду сейчас на плиту и начинаю уваривать всю эту смесь. Сейчас размешала все это венчиком, чтобы просто объединились все эти ингредиенты. Беру сейчас силиконовую лопатку и буду уже промешивать все это силиконовой лопаткой. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я буду уваривать эту смесь с момента закипания. Вот сейчас как раз происходит момент закипания. Я уваривала 5 минут. Вот сейчас уже 5 минут подходит уже к концу. На этом этапе добавляю туда 100 грамм шоколада. Шоколад у меня 56% какао. Можно добавить 50, можно добавить даже 70%, но тогда крем будет такой уже терпкий на вкус. Сразу же снимаем с огня, как только добавили шоколад, и очень основательно все это перемешиваем. Видите, крем сразу же начинает густеть. Я его очень хорошо перемешала, он загустевает вот до такой степени, и я сразу же его перекладываю в емкость, где он у меня будет остывать. Я покажу сейчас, как его можно хранить в холодильнике в течение недели, вот так накрыв пищевой пленкой в контакт. Потом его можно также импульсами прогреть в микроволновке и использовать при сборке тортов, пирожных и капкейков. Итак, я заварную основу не убираю в холодильник, она у меня остыла при комнатной температуре. Я ее просто переложила сейчас в другую емкость. И сразу же с ней делаю крем на основе маскарпоне. Она остыла у меня, то есть она не холодная, но и не теплая уже. 500 грамм охлажденного очень сильно холодного сыра маскарпоне я добавляю просто к этой заварной смеси, которую мы готовили вот с вами со сгущенным молоком. Все это просто перемешиваю ложкой. И на большой скорости миксера сейчас я эту массу взбиваю ровно 20 секунд.
То есть дольше здесь ее взбивать не имеет смысла. Иначе сыр маскарпоне начнет отслаиваться, масса объединяется прекрасно, глянцевый, очень красивый, необыкновенно вкусный крем получается. Ссылку, как я готовила вот крем Бригадейро, я оставлю вам под данным видео. Проходите и смотрите то подробное видео по нему. Теперь приготовим белый сливочный крем. Здесь у меня 350 мл очень хорошо охлажденных сливок, 30% жирности. Туда же я добавляю 250 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне также должен быть очень холодным. И 300 грамм творожно-сливочного сыра типа Хохланд, Альметте, вот такого плана. 2 пакетика ванильного сахара 16 грамм и 70 грамм сахарной пудры. Сейчас все это просто взбиваю до устойчивых пиков. Все продукты молочные очень холодные должны быть. Все, крем готов. И начинаю сборку торта. Здесь бисквит, как я уже сказала в предыдущем видео, я его готовила. Ссылка будет в описании к данному видео, на видео по бисквиту. Пропитываем каждый корж основательно. Пропитка должна к тому времени у нас уже остыть. Сейчас я тонким слоем наношу сливочный крем, светлый, который мы только что с вами приготовили. И перекладываю часть сливочного крема сразу в кондитерский мешок, потому что он нам здесь обязательно понадобится. Из кондитерского мешка я делаю сразу вот такие вот полосы, то есть такие как бы бортики, между которыми у нас будет располагаться крем Бригадейро, который я готовила в предыдущем видео. То есть, по сути, я для этого торта дважды готовила вот эту заварную основу на сгущенке. Вот он у меня крем, который я готовила в предыдущем видео, и который часть этого видео я также вам вставила вот здесь вот в это видео, чтобы показать, как я готовила крем с маскарпоне. То есть я приготовила 2 порции крема Бригадейро, одна порция вот эта темная, которую я сейчас отсаживаю, а другую порцию я смешала с маскарпоне. Надеюсь, что я понятно объяснила. Кладем второй корж. Лучше готовить этот крем Бригадейро дважды, потому что из 2 банок сгущенки, это очень большая масса, она может начать пригорать, когда мы будем ее перемешивать с какао. Вот этот крем с маскарпоне, который мы только что смешали. То есть крем Бригадейро с маскарпоне смешали, и получилась вот эта очень вкусная прослойка для середины торта. Отсаживаю также из кондитерского мешка, просто мне так удобнее, можете сразу его так наносить. Разравниваю сейчас все это шпателем. И выкладываю сразу следующий корж. Следующий корж также пропитываем обязательно. И все то же самое проделываем и с последующим коржом. Вот этот крем Бригадейро и сливочный белый крем. Накрываем тем коржом, который был дном при выпекании. Здесь я крем уже с маскарпоне смешала со сливочным кремом, остатки этих кремов 2, и ими я просто выровняю торт. Этого можно не делать, вы можете это по-своему выравнивать, но мне просто так удобнее, вот, чтобы вам показать здесь. И также сейчас я для обсыпки этого торта использую вот такую вот шоколадную посыпку, шоколадно-сахарная она, которая и используется в принципе для покрытия конфет, знаменитых этих бразильских конфет Бригадейро. И из остатков крема я отсаживаю вот такие вот украшения, розеточки такие, из насадки кондитерской 1М. И вот такой торт у меня в итоге получился. Торт 30 сантиметров в диаметре, торт большой, примерно 9 сантиметров в высоту. Нарезается очень хорошо, очень красивые у него получаются прослойки при разрезе.
И вот так вот он надламывается вилкой. Сразу говорю, что лучше этот торт, это вот прям холодный из холодильника, лучше дать ему полчаса перед употреблением постоять при комнатной температуре. Торт просто с необыкновенно шоколадно-сливочным вкусом. Вот эта вот прослойка бригадейра, который крем темный, он просто необыкновенно вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.